Привет, это проект Power Device. Здесь мы улучшаем наши Android-телефоны, и сейчас мы поговорим об искусственном интеллекте Gemini. О Gemini я уже снимал несколько роликов, они есть у меня на канале. В данном видео я покажу вам, как исправить ошибку, если Gemini не поддерживается в вашей стране. В целом, если вы не смотрели мои предыдущие ролики, сейчас покажу, как установить этот искусственный интеллект вам на телефон и как его настроить. Также расскажу о нескольких интересных фишках, которые не все используют в этом приложении. В первую очередь, если Gemini у вас уже установлено, но оно перестало работать, то вам нужно зайти в настройки, другие способы подключения, частный DNS-сервер. Если же искусственный интеллект у вас вообще не установлен, вам все равно нужно сюда зайти и прописать нужный DNS. Все это можно сделать на любом современном Android-телефоне. Просто впишите в поиске частный DNS-сервер, либо просто DNS. Здесь нужно выбрать пользовательские параметры. Раньше работал другой DNS-сервер, а сейчас нужно вставить такой. Этот DNS-сервер я оставлю в своем телеграм-канале. Там вам нужно будет его скопировать и вставить сюда. Также в моем телеграм-канале вы сможете скачать последнюю версию Gemini. Не забудьте подписаться на мой телеграм, чтобы не пропускать ничего интересного и полезного. Все нужные ссылки будут в описании. Копируем адрес DNS и вставляем сюда. Также, внимание, должен вставиться именно вот такой адрес. В начале перед DNS ничего не должно быть. Если у вас будет там HTTPS, то удалите это. Нажимаем «Сохранить». Теперь, если вы по моим предыдущим роликам уже устанавливали Gemini, то с этим DNS-сервером он у вас заработает. А если Gemini у вас вообще не установлено, то вы его скачайте, но пока не устанавливайте. Зайдите в настройки, вкладка Google, все сервисы, поиск ассистенты голосовое управление, Google Ассистент, Voice Match. Активируем эту галочку. Далее сделайте шаг назад, языки, и здесь добавьте английский язык. Также здесь важно зайти на заблокированный экран и включить вот эту галочку, если вы хотите пользоваться ассистентом и Gemini на заблокированном экране. лично я этим пользуюсь, это очень удобно. Теперь на главном экране попробуйте сделать вот такой жест. Его можно делать с любой стороны. Либо просто скажите «Окей, Google». Далее также важная настройка. Если у вас вообще не было Gemini, то установите его. А если Gemini у вас был, но он перестал работать, мы поменяли DNS-сервер. Открываем шторку, отключаем любой интернет, будь это Wi-Fi или мобильный. Ждем буквально 5 секунд и включаем его. Теперь пробуем запустить Gemini. Все прекрасно работает. Смотрите, чтобы запустить Gemini Live и общаться с ней как с человеком, нажимаем сюда. Активировался режим Gemini Live. Попробуйте с ней о чем-то поговорить. Сейчас расскажу о нескольких интересных фишках, которые не все используют в Gemini. К слову, добавлю, что Gemini – это детище Google. Конечно же, вы об этом знаете. Но у Google есть еще вот такая функция – Circle to Search. Очень крутая функция. Если вы не знаете, как ее установить, то ссылку на это видео оставлю в описании под этим роликом. Ну а сейчас, друзья, смотрите. Когда мы вызываем Gemini, мы с ней можем общаться вот здесь. Также, когда мы ее вызвали, мы можем нажать сразу режим Live, а потом шаг назад. Тогда мы попадем вот в такое меню. Именно здесь мы можем попросить ее, например, создать изображение. Сгенерируй изображение, кот едет на Lamborghini в белой кепке. Чем точнее будет описание, тем интереснее будет картинка. Такие изображения можно скачивать. Теперь о фишках, которые не все используют. Смотрите, когда мы вызываем Gemini на главном экране, вот здесь ничего не появляется, никакой дополнительной кнопки. Но если мы заходим в любое приложение, неважно в какое, и вызываем Gemini, тогда вот здесь появляется дополнительная кнопка «Спросить об экране». Раньше это также можно было сделать, но реализовано это было не так удобно. Пишем, например, что это? Искусственный интеллект подробно расписывает, что он видит на экране. И не забывайте, что такую же подобную функцию можно использовать с камерой. Например, смотрите, у меня есть вот такой кактус, и по сути я не знаю, как он правильно называется. Давайте попробуем спросить у Gemini. Делаем следующее. Нажимаем плюсик, открыть камеру. Я сделал снимок, нажимаю прикрепить. Задаю вопрос, что это за растение? Такой ответ выдает нам искусственный интеллект. Кто в этом разбирается, напишите, пожалуйста, в комментариях, прав ли он. Итак, следующая интересная фишка. Смотрите,
Если мы зайдем на YouTube, я открыл свой ролик, в котором рассказываю про лаунчер в HyperOS 1 и HyperOS 2. Далее я запускаю Gemini, и смотрите, здесь появляется дополнительная кнопка «Спросить о видео». Нажимаю на нее, задаю вопрос, что в этом ролике. В принципе, говорит все правильно. В этом видео автор показывает обновление. Он отмечает, что обновление подходит на HyperOS 1 и HyperOS 2, и что это один из лучших лаунчеров за последнее время. И вообще посмотрите, Gemini вкратце расписала, о чем весь ролик. Очень круто. Еще стоит добавить, что это приложение постоянно развивается, я за этим слежу. Например, появляются еще такие интересные функции, которых не было ранее. Я уже о них знаю, но скорее всего сниму об этом отдельный ролик. И самое интересное, что Gemini контактирует и работает с вашим телефоном, чего не может тот же GPT-чат. Как раз в этом и есть новые фишки Gemini, о которых я расскажу в следующих роликах. И не забывайте, если вы зайдете вот сюда в настройки, то здесь вы сможете изменять голос вашего Gemini. Это мой голос. Можно выбрать его и начать общаться. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, если будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, либо в нашем телеграм-чате Power Device. Постараемся вам помочь. Желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.